Всем придоброе, тюменское, солнечное, но прохладное утро. Осеннее, здрасте. Видите, солнце светит, пришлось пойти окна помыть. Боковые после вчерашних дождей. Я вот этих скамеек обгонял вчера, которые автобусики везут. Тошнолобово. Вчера до него дополз. Поехали работать дальше. И куда вчера загнали? Остановился в начале 11-го. Сюда меня вчера запихали. Автобусы решили своим ходом не гнать, их решили отвезти на скане. Тоже верно. Фига им лишний пробег автобусом. 12 сентября сегодня. Вторник. Разворот там, где это разрешено. Затем на следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. 12 сентября, вторник. Сегодня у нас, по идее... О, стоять, Зорька. Народ уже вовсю работает. Сегодня у нас, по идее, если мы до Новосибирской области доедем, а мы туда планируем доехать, как минимум, еще 2 часа слямзят. Ёлки-палки. Со своей стороны-то я помыл это. От зверушек остой нет. Вот осел. Прошу понять и простить, что это. Даже как-то и не подумал. Надо будет, будем восстанавливаться. Надо помыть, потому что как бы вроде сегодня по погоде у нас день будет солнечный. Ну так, по прогнозам. Никакой дождик нам отмыть его не поможет. Тюменская, сейчас тут 20 километров Аббатская, Тюменская область, Аббатская, и все, а там уже и Омская начнется. Что-то вчера вечером куда-то настроение пропало, не знаю, куда, правда. Не хотела что-то ничего не снимать, не ехать не хотелось, через силу заставился сюда, до Тошнолобова доехать. Бывает. Сегодня все good. Погнали дальше. А гнать нам еще 5259 километров. Наверное, даже сегодня мы еще экватор не пересечем. Или не пересекем. Ветер в Харю всю дорогу. Расход понемножку падает. Сейчас расход 27,3. Скоро я спустился, было 27,8 с уральских. Понемножку падает. Но не так сильно, как бы этого хотелось. Все потому, что всю дорогу ветер. Ветер, ветер, ветер и нифига не коммерческий. Так бывает. Причем довольно часто. Сколько Омск? Омск. 287 километров. А, кстати, да, вот мне с фирмы отписались. У меня в этом
техе 20 литров недолив по системе. В зале будут делать запросы, проверять. Давайте, делайте. 20 литров по 50 рублей, грубо, я считаю. Это 1000. Нафига мне ее терять? А сегодня еще будем Омску задавать вопросы. Потому что вот у меня было 2 удержания за топливо за прошлый рейс. Там немного, но все равно. И смысл в том, что я его не сливаю и налево не продаю. А если заправка не доливает, значит будем писать, как говорил герой известного фильма. Не наш? Нет, тайский. Ну ладно, доедем до Омска, там будем решать. Проблемы будем решать по мере их поступления. Сейчас тут в Тюкалинске на Газпром заскочим. Мафиозу должен подъехать. Решил на Калугу сгонять. Но это все фигня. Самое главное, что махнул не глядя. Дафа намеренно. Нынче на Мерседесе едет. Сейчас посмотрим. Зададим ему вопрос, как он посмел. Как у него отобрали? Или он сам его сбагрил? Потому что так хвалился, такой. Говорит, у меня дафик. Сейчас едет на Мерседесе. Где-то тут уже тоже на подъезде. Главное, чтобы я тут смог заехать на этот Газпром. На стоянку проехать. Продолжайте движение прямо. Тут, видите, все заставлено. Я вот сюда поставлю пока. Не, там прощемимся. Перепроложить. На следующем повороте поверните направо. Пока будем его ждать, как раз стеклышко помою. Потом за кофем сходим. Так, а как мне стать? Ну что, так вот стать, потом задом вытолкаем и поедем. И он рядом со мной припаркуется. Не разворачиваться здесь. Ага. А хрен там, да? Давай назад сдавай. Шустрый такой, да? Видели? Хотел проскочить. У нас хрен проскочишь. А хвост свой таскает. О, как они у него моргают. Актор, значит. Ага. И вам здрасте. Что? Давай, принимай аппарат. Махнул не глядя. Я смотрю, что ты, да, махнул его не глядя. Нет, спасибо. Это колбаса
Зачем тебе? Колбасу гадкую. Кто? Зелененький. Вот этот зеленый? Колбасу любит? Я думал, он солярку любит. Я колбаску не гадкую. Немец, значит. А чё грязный такой? Новосиб гонял. Я же по дождю гонял. О, А там уже это... зато пол ровный. Да, пол здесь ровный. О, танцевать можно. Песни петь. Видишь, бардачок такой. Надо было убрать хоть. Так, Да ладно, чё, рабочие. рабочий вид. Ну да. Ну, это я в полный рост тут могу стать. Да. Ну я тебе скажу, у меня в мане не намного меньше. Да? Ну буквально вот 5 сантиметров разница. А у меня пол неровный. Но у меня в Дафе-то тоже пол, помнишь, бугром. Вот здесь капот. Так а чё ты дафа-то? Сбагрил? Нет, Леш, я сейчас Да съезжу. глуши ты этот тарантас немецкий. Съезжу сейчас. Я буду... Ой, у тебя такой матерый на Да. кнопочку. Что вы? Чип. Обалдеть, ты прям распальцованный весь. Ой, что-то я езжу. А я не понял, почему я тебе дверь открывал. Мне надо было тебе дверь открыть. В Я же, смысле? ты видел эмблемку у меня вот какую большую-то? Что там у Надо тебя? сфотографироваться. А это руль стрингами обтянут такой. Не. Эмблема Мерседеса. А, эмблема вы, господи. Я думал, про что он этот. На Мерседесе кто ездит? И сколько в нем Че? километров? В смысле, сейчас пробег? Пробег, ну, 740. 740. Какого он года? 19. 19-го? 19-го года 740, а ну, в принципе. Ясно. Так что с дафом-то? Продал? Нет, не продали. Мотор же. Это, шестая гильза села, как это. Ну, как моторист вот в Москве я был, когда он говорит, 1 200 000, да, пробег? А, все, готовьтесь. Ну, как мужик, как этот, в воду глядел. Шестая гильза села, поменяли шестую гильзу, все, сейчас головку. Сегодня головку прессовывают. И что дальше Собирает. будет ездить? И я сказал, я на даф обратно пойду. Чего, не нравится Мерседес? Мне нравится. Почему? Ну, не знаю, блин. Вот тот надежный, понимаешь, он надежный. Там едешь, а здесь я еду, вот тут что-то мне не нравится. Какие-то ошибки тут у него выползают. Ну, слишком умный просто. Слишком умный, А да. тот даф, что-то, господи. У меня в Кемерово 6 горшков, да рычаг передачи, вся, Ну. вся его электроника. Но понимаешь, ты дафом ты управляешь, а вот этот управляет тобой, получается. Ну так учись Он уже. постоянно вмешивается, постоянно причем. Ну, Ругается на меня. это нормально, чё. Конечно, нормально. Техника такая Ну да, современная. здесь, конечно, холодильники, все дела. А, это ящик, да? Это ящик, ага. Вот это. Ну ладно, Ну пускай ладно. не трогай. Тут полочек, вон сколько. А где он работал? Что, в какой он фирме был? Он Не в Лизере? С Европы он это, приехал. С Европы? Ага. У него вот это АДР стоял, он бочку таскал. Там А, вот впереди. под бочкой. Он чистый немец, у него меню не русифицировано, ничего. То есть, Да, на немецком ругается, да? да? Он даже это, там книжка вот это все есть. Вот, купили такую книжку еще, На русском. на русском уже. А ну уже ни хрена не понять, что он хочет. Директор купил книжку. Ну, видишь, он немножко сейчас стал это. Он все ударился, Леша, ударился человек в Мерседесе. Вот все, теперь ничего не. Любитель Мерседеса. Я вот что-то смотрю, что мне, или мне колесо слабовато, или мне кажется. У тебя? Ну вот У перед. меня тоже, передний. я смотрел, что вроде как утром сегодня колесо слабовато. Ну, да Я пойди. замерил нормально. У тебя есть далеко манометр? А? Далеко манометр? Нет, далеко. Дай-ка сейчас померяю. Мне тоже недалеко. У тебя может ближе. Тихо. Ручку вот сломал. С той стороны не могу открыть ее теперь. Ты его ушатаешь таким темпом.
Руль, говорит, стрингами обтянут. Ну, готовься тебе. За руль обтянутый стрингами тебе фанаты Мерсов тебе накидают. Гнобите его, гнобите. А хвост твой, да? Ой, ага. Мерседес, Мерседес, Мерседес. Это просто Мерседес. Ты же говоришь, сегодня замерял. Да, здравствуй. Давай. Я вон, Я- видишь, смотри, вот. Проснулся что-то. Утром, может, А это холодная была. может, да. Или наехал я там стоянка такая. Гравийка возле газпрома. Так, Вот подожди. тоже смотри. Вот такая же вот. Да. Тоже такая же приспущенная. Нормально. А ты потрогай его, он, если что, он горячий будет. Слабое давление. Шестерку показывает. Мало. Ты Качать, знаешь, что мало, у меня было 8,5. качать надо лишь. Ну так а чего он устал? Это 6. Что ты выключишь? Сейчас подожди. Я давай уже это заодно гляну. Сейчас шланг достанем. Так у меня же было 8,5. Я ж катал их. Может, у тебя манометр такой? Да, ну. А это почти девятка. Ну вот. Что-то ты, может, по золотнику спустила. Может быть. Куда я иду? Ну пусть он пока ищет. А мы здесь походим вокруг настоящей машины. Что это ман? Ман это ман. Мерседес. Чумазенький, грязненький. Ну извиняйте. Он ездил там, где дорог немножко нету. Я тебе отдаю. Почему? Пойду свой доставать, шланг подкачки. Качать буду. Хочешь шланг пускать? Ну давай. Перчатки одену. Что у тебя за шланг такой? Километровый? Не, мне такой не надо. Почему? Не, я свой достану. Это какой-то у него... Так, а у меня шланг подкачки с этой стороны. Короче, ладно, сейчас колесо подкачаем. Сейчас попробуем. Я подкачал. Так, не видно визуально ничего. Опа, есть. Что? Гвоздик. Ну этот, полей на него. Ну, это еще ни о чем не говорит. Вот именно. Сейчас выковырим. Подожди, да, этот выковырим. Давай еще назад. Подожди. Есть чем отковырять? Конечно. Ну да, гвоздик. Одной рукой неудобно. Такси же взять, сейчас возьму, пожалуйста.
Как? Не могу зацепиться. Вот. Не гвоздь это, Вот шуруп, ну, саморез. как шурупа. Да не, Алёша, не пробьет там. Не, Давай дальше. он ни при чем. Давай еще посмотрим. Может, по золотнику спустила, мало ли чего. Как это? Там внизу. Он внизу. Кто? Ну, воротничок. Нет, сейчас-то я смотрел нормально. Давай еще назад сейчас дам. Сейчас посмотрим, что-то. Давай еще проедем. Осторожно, Саня, Да. отойди. Да нет, давай еще. А мне уже оборот сделала, что ли? Наоборот, ну. Нормально, я думаю, это может так что. Ходи. Я не вижу. Ладно, сейчас посмотрим. Кофе попьем, замеряем. Сейчас до Омска доеду. На заправке померяю. Если это опять упадет давление. Что так? На слух я ничего не слышу. Так ничего не видно вроде. Наверное, может, и не слышно быть. Потихоньку спускается. Ну, сейчас до Омска, до заправки доеду, там померяю. Если это колесо делал, на прицепе сзади. Саморез тоже воткнулся. Тихо, тихо. Разве это 3 дня я подкачивал, потом надоело. Нет, зачем подкачивать? Ну, далеко ехать, по-моему. Я заеду, сделаю, если меня. Я сегодня утром обходил, я ничего не видел. Ну, здесь ты заметно стал. Вот теперь нормально, да? Ну, сейчас, говорю, до Омска доедешь. Заправки. Там померяю. Руки мыть будешь? Сейчас смотрю. Бери сразу. Интересно. А, даже есть. Это еще, да, это туда. Ну, бери, ты. Езжишь, вот мыло что. А это какой-то дают там на работе. Эти, работягам. Дают? Ну, работягам, которые там работают. Вполне. Она какая-то вот такая, видишь, она съедает все. За кофе идем? Да? Почему мы пошли за кофе? А это нам надо это с тобой. Ну, расскажешь потом. Вернемся с кофем. А, ну да, с кофе, спокойной обстановке. Тут мафиоза зуб точит тут на одного товарища. Ява будет. Блин, сказал это, я ему, говорит, пасть порву, говорит, не моргал, я выколю. Ладно, пошли. Уважаемый Николай Николаевич, который Брежнев. Ой, в одной из серий, когда вы возвращались с Ольхона, вы так обрадовались асфальту, что начали его целовать. А что он там проехал? Там 10 километров по бездорожью? Да. И после этого начали когда целовать асфальт, вот тут меня и поперло. И туда стапа понесло. Да, понесло меня. Дело в том, что целовать асфальт — это мое авторское право.
так скажем, зарегистрированного Алексея Николаевича Жуковского. Которое сейчас Александр нам продемонстрирует. Нет, дело в том, что... Здесь асфальт. Я, кстати, около птички налил, он помыл. Вот. Дело в том, что целовать асфальт, он неправильно это делал. Во-первых, Вот ты покажешь, как нет, надо. его надо целовать зимой. Зимой, когда снег, ты после гололеда выходишь на сухой чистый Тренироваться асфальт. летом. Ну, тренироваться можно летом. Вот. И второе, он делал это не под таким углом, не под правильным углом это делал. Я же говорю, продемонстрирую сейчас там. Поэтому, уважаемый Николай Николаевич, в связи с тем, что вами нарушены мои авторские права, предлагаю вам выплатить мне сумму в размере 50 тысяч рублей. И из них 30% уйдет вот Алексею. Что-то 30? Полтос! Как это? Какой болтос? Нифига, меньше чем на 50% я не согласен. 25 для меня мало тогда. Тогда 65 пускай. Я имею в виду... Ах, для тебя мало? Да. Ну ничего себе, задето майор. Подожди, а, а где ты это все дело будешь? 50 на 50, правда? Вот. Номер карты там у Алексея указан. Ниже будет отсылочка. Все указано. То есть туда можно перевести будет денежку. Я понимаю, что после путешествия вам сейчас трудно. Ну тогда, пожалуйста, Николай Николаевич. К Новому году. Нет, есть другой вариант. Каждый день, выходя из дома, вы тогда целуете асфальт и сбрасываете нам видео в личку. Это будет замена. Жестокий человек. Жестокий. Жестокий. Дочь полтинник. Ну что, ты нам продемонстрируешь? Нет, я сейчас не буду демонстрировать. Ну, чё Сейчас такое? лето. Ну и что? Ну как в обучающих рамках? Нет. Я не готов. Видали, Я да? ехал по асфальту, по сухому учился мои Сейчас целовать. мы тебя в поле загоним тут, в Тюкалинске. Найдем тебя где-нибудь в поле. Ты не хочет? Не хочу. Ну все, значит тогда 60% мне тебе 40. Это уже много. Это грабеж. За 60% Ну, я мы его чё? и вымою этот асфальт. Леша, мы что, на рыбке, что ли? Сидим тут, А торгуемся. как же? Господи, еще рация тут у нас. Так, ну стоять, конечно, все это дело хорошее. Но всем надо ехать. Итак, 1,5 часа мы здесь протусовались. Так что, Николай Николаевич, готовьте денежку. Видите, оказывается, Александр... Целование асфальта — это привилегия Александра. Отказался, правда, целовать при нас. Видите? Стесняется. Все, Сань, давай, удачной дороги. Или проложить. Не слышит, рацию выключил. Ё-моё. Ну, мы сейчас до Омска. В Омске померяем на кольце давление в колесе. И я думаю, это так чего-то подспустило, чего не знаю. Что ничего не видно. Посмотрели, так просмотрели. Может, золотник не так стоял, может что, черт его знает. Все, погнали дальше. Омские болота. А здесь, видите, за Тюкалинском какая тут красота. Здесь вот новый участок же прокладывали. Сейчас ветер, получается, стал коммерческий, такие прям манаш просто бежит, чувствуется, как ему легко, просто катится, на этом вообще на воздухе ездит. Если так будем идти, то 27,2 уже. Вот как здесь вот повернул за Тюкалинском, сейчас вот прям чувствуется, как ему легко ехать. Вот что значит ветер.
Оказывается, тут авария. Вот этот ряд занимать. Подлесный, значит, под самосвалом. Используйте второй съезд. Бывает. Нифига себе тут колейка собралась. На мосту ремонт через Иртыш. Одну полосу закрыли, смотрите, что делается. Там Димка на Газпроме. Но я же обещал его дочке Виктории передать. Знаешь, надо мной издевается сладостями. Это она инициатор всех этих тортиков. Поэтому сейчас специально везу с Минска. Договорились встретиться. Правда, она заболела. Быстрее выздоравливала. Рацию нужно включать. Немножко ей тоже сладостных мучений белорусских. Не все ж ей надо мной издеваться. Сейчас посмотрю, если здесь, Димка говорит, на кольце даже стоят. Если на кольце стоят, то поеду дальше. Только что, только где-то надо тормознуть. 1700 метров пересечь дорогу. На кольце я на заправку точно стоять не буду. Что здесь делается? Да, вон на кольце стоят машины. Ё-моё. А мне где стать? Я ж не стану на кольце. Все, короче, сейчас туда-сюда на топлайн съеду. Сейчас Димке напишу. Пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте, используя второй съезд. Дим, переезжай сюда на топлайн. Не буду я стоять. Мне сейчас стать негде. Я ж не буду на кольце стоять. Давай, переезжай сюда. Сейчас тут все дела сделаем. Да и поеду там же в Кормиловку. Но там же без вариантов. Какая будет колейка, то буду стоять. Перепроложить. Сейчас мы этот тут колесико проверим На заодно. следующем повороте поверните направо. Перепроложить. На следующем повороте поверните направо. Затем едьте на дорогу с круговым Где-то движением. тут еще стать бы. Ой, шмарь. Перепроложить. О, приехал. Сейчас. Я во всем рабочем. Все съела? Я Мучилась. Мне надо колесико проверить. Я сейчас останавливался. Нормально она тебя догнала. Ветер такой же. Она-то ладно, главное, что камера не разбилась. Догнала землю. Да. Короче, сейчас померяем давление, потом расскажу. Блин, стояли с Димкой. Я извиняюсь за выражение, я чуть не обосрался. Как бабахнуло! А вот казах ко мне подъехал. И вот видите, у парняги застрелилась подушка. Прямо тут вот, стоячи. Но он чуть дальше туда стоял. Все, она застрелилась. Да.
Беда. Ну хорошо, хоть тут. Надо разъезжаться. Тут эта стоянка, она такая дырявая, она вся пыльная такая. Такая пылища, короче, долго не постоишь. Надо ехать, потому что сейчас чувствую, там потеря времени будет. То Мерса казахского. Чуть что-то и вот он стал тут вот, когда назад чуть-чуть сдал. Натекло еще что-то, что у него и течет, и то, и все. В общем, так это как-то. Я говорю, мы стояли, говорю, как бахнула эта подушка, я аж подпрыгнул. Так, ну здесь, смотрите, здесь дурдом этот продолжается. Все как стояли, так и стоят. Поеду в Кормиловку, а там уже что будет, то будет. Уже какая будет колейка, такую и буду стоять. Уже без вариантов. На следующем повороте поверните налево. Затем едьте на дорогу с круговым движением. Зато на топлайн, да, заезжай, заправляйся, никого. Почем, кстати, топливо? Давайте посмотрим. Подорожало ж. В Омской, тут просто сейчас в Омской, она получается самая дешевая. С круговым движением, а затем Ну вот, на топлайне 63,50 солярка. используйте первый съезд. Видите, еще делается. Ну как тут стань? Куда тут станешь? Не на кольце ж станешь. В общем, поехали. Тут единственное, вот, что тут колонок много. И вот эта заправка не доливает. Кстати, как и Кормиловка, куда мы едем. Вот я за эту заправку заправлялся на этом Газпроме, когда назад шел. На том Газпроме, куда сейчас еду, когда туда шел. И за тот с меня высчитали деньги. Вот сейчас мы туда приедем, в Кормиловку. И будем там его тестировать, этот Газпром. Блин, а я не посмотрел, почем тут на Газпроме. Ну ладно, сейчас в Кормиловку приедем, глянем. Что вот такие пироги. Ну а с колесом все нормально. Давление как накачал 8,5, так 8,5 и есть. Я еще с Димкой просто разговаривал. Он говорит, проверь диск. Особенно, говорит, возле соска. Возможно, диск. Но я подразумевал, так побрызгал водичкой. Вроде нигде не видно, что какие-то где-то пузырьки выходили. Будем ехать, будем контролировать давление сейчас. Если начнет травить все-таки, тогда будем заезжать на шиномонтаж. С запасного колеса ставить диск, перекидывать колеса. Пока нормально. Смотрите, какой ветер. Это все. У меня недолго музыка играла. С Тукалинска выехал, немножко побыл он у меня коммерческий. И все. И опять понеслась душа в рай. А ноги в милицию. Ман бедный ехать не хочет. Расход не падает, а растет. По равнине еду, да? Нормально. Она идет, машина под углом 45 градусов практически. Такой ветругань еще. Встречно-боковой. Вот оттуда получается, северный. Обычно здесь как бы оттуда дует, с Казахстана. А здесь что-то наоборот, с Казахстана не дует. Дует с севера. Что-то надует, наверное. Не очень хорошее. В общем, будем ехать, будем контролировать, какое там будет давление в колесе. Если начнет
Успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми стань ногами на сердечную мозоль. Боль доставь мне наслаждения и царапай спину мне явись, как исцеление, светом будь в моем окне, светом будь в моем окне. Поцелуй меня глазами, поцелуй меня душой, как пред строгими богами я перед тобой одной. Обними меня покрепче, да прижми к своей груди. Мне так будет много легче позабыть и перейти, позабыть и перейти. Поцелуй меня глазами, поцелуй меня душой, оборвать все нити сразу легче, нежели по одной. Стебель жизни очень тонок, не губи его, шаля. Где-то там не спит девчонка, так похожа, да на тебя, так похожа на тебя. Так успокой меня глазами, успокой меня душой, и босыми стань ногами на сердечную мозоль. Для меня ты ангел Божий, без тебя такая муть. Мне скажи, ты мой хороший, еще чего-нибудь. Мне скажи, ты мой хороший, еще чего-нибудь. Сколько тут машин? Сейчас посмотрим. Машин 8, наверное, в колейке. Поглядим.
Сейчас по времени у нас без 15:04. Я думаю, что можно тут даже и обед себе замутить. Пошли посмотрим, что там делается. Думаю, запросто я еще тут успею пообедать. Раз, два, 3, 4, 5, 6, да. Где-то 8 машин, я 9-й. Можно идти кухню разводить. Спокойно. Так, сейчас выедем. Часа полтора я тут в общей сложности потерял. Сейчас выедем, подождем, пускай компьютер одуплится. И посмотрим. Колейка как стояла, так и стоит на заезд. Собираются, машинки подъезжают. Такая же примерно, как и была. Правда, здесь этот знак, блин, остановка запрещена. Ладно. Никто не планирует. Сейчас компьютер подумает, посчитает. Пожалуйста, отъезжает мама. И мы сейчас посчитаем. Маленький пока включись. Что у меня получается? Чики со всех сторон. Так. Получается у нас какая-нибудь... Ё-моё, откуда вы взялись? Все же закрыто было. Какая у нас математика получается? 755 литров у меня было. Так, калькулятор. 755 было плюс 657 как бы. У меня должно быть опять тонна 430. Опять у меня баки по горловину. А что компьютер показывает? Еще, наверное, вряд ли что показывает. Это кто? Алло. Ну вот только заправился. Ну, я не знаю, ты уже в Омскую заехал? Ну я еще сейчас буду смотреть, что у меня тут с доливами, недоливами. Короче, я тронусь, тебе напишу, то позвоню. Ага. Ё-моё, что у меня звук отключен? Ведь вообще телефон живет своей жизнью. То звук выключит, то режим полет сам включит. Так, я же хотел посмотреть, что у меня компьютер показывает. Ну, думает. Не дается получить доступ к сайту. Что, куда интернет делся? Что, интернета нет? Ё-моё, точно. Я же говорю, он то интернет сам выключит, то еще что-то. В последнее время своей жизнью живет. Как хочет. О, а по остатку у меня 1394. -1394 минус
1431. Ну, 37 литров недолив. Ну, сейчас я посмотрю, может сейчас остаток еще минут 5-7 постою. 10. И все, и тогда будем звонить. 40 литров недолив меня не устраивает. Такое кино. GoPro 755 плюс 657. Что-то я не то посчитал, великий математик. 1412. У меня показывает 1403. 9 литров. 9 литров, наверное, это не недолив. Ну, отослал на всякий случай. За 9 литров, ну, не знаю. Звонит. В общем, все. Обращение оставил на фирму. Ну, все на фирму отослал. В поддержку позвонил. Заявку зафиксировал. А что? 10 литров. Что я тут считал, не знаю, короче, у меня 10 литров получается. 10 литров по цене топлива это 600 рублей. А 59 топлива 590. Что, 590 рублей лишних. Они на дороге не валяются, их надо еще заработать. А за 590 рублей я столько позов смогу съесть в этом, в Бурятии. Даже вон в этот можно заехать на Амичи. 300 грамм шашлыка скушать. 600 рублей тоже на дороге не валяются. И лишними не бывает. Ну что, разменемся с отцом народных масс. Все, попер наш Николаевич в сторону Свободного. Ну а мы премся в Омск. Ехать на дорогу с круговым движением. Не стали мы уже останавливаться. Разговоры разговаривать. Нету времени. То хлеб сырой, то дети плачут, то это, пока заправки, пока то, пока все. Говорю, сегодня бы хоть бы до какой-нибудь Барабинска доехать. Сейчас еще час украдут. И что по времени-то уже 3, плюс если Новосибирская считать, 7 вечера уже. Работать-то уже некогда. Въедьте на дорогу с круговым движением. Лачинск. Затем съедьте Первое без кольцо. Первый съезд. Сначала думали с ним чайку попиться. Я тут сейчас пока стоял, тут заправку ждал, еще и пообедать успел, наверное, уже и поужинал заодно. Используйте первый Пока в съезд. колейке стоял. Так что едем дальше. В другом случае, в другое время будем разговаривать. На работу работать. А ему на этот. У нас порт Ольга за Владивостоком там грузился. Идет сейчас в Омске таможня промежуточная. По итогу идет на Караганду. Все, швартуемся на сегодня. Поворот на Убинское. Горизонт. Сегодня финита ля комедия. Это, где центр Новосибирской области. Где-то капля тут. Точка, короче. Правда, я стоял на той стороне.
как-то раз. Я думаю, что на этой стороне все то же самое. Та же дорожная сеть тут есть. Где у нас? Начальник. Сидит там, что-то не выходит. Платная парковка. И что надо делать? Не самому к нему ходить? Там вот он. Так я сейчас поеду, стану. Будешь ты за мной бегать. Увидел. Добрый. Дорожная. Фото. Завтра здесь в душ пойдем. Прачечный, массаж. Не, массаж не пойдем, в душ пойдем. Во сколько поедете? В 7. 7? За кем-нибудь, кто один стоит, объезжайте, вставайте. Вторым рядом, да? Да, вторым рядом. Как скажете. Завтра сходим, скупаемся. Что-то я на морду лица подзабил немножко. Так бывает иногда. Стоянка тут огромная. Ну тоже, да, вот видите, она такая пыльная. Сейчас-то ладно. Сейчас 13 градусов. Или проложить. Ой, это что-то. А, так тут еще потом еще и третьим рядом припаркуют. Это вот не очень хорошо, конечно. Так, туда поехали. Там меньше уклон. Получается, уклон немножко вправо. Где-то надо как раз наоборот, чтобы уклон был влево. А здесь так практически ровно получается. Так, если тут паркует третьим рядом, ну, судя по тому, что с правой стороны, там видели, машинка стоит, третьим рядом паркует. Ладно, уже ж заехал. Все, дамы и господа. Мы на сегодня отработали. Будем спать.